Продолжаю выпускать свой видеоблог и пробую чередовать форматы, показывать какие-то движущиеся картинки и говорить на камеру. Сегодня хотел поговорить о теме ранних подъемов. Я встаю 5:30 каждый день и хотел поделиться своим опытом, как к этому прийти. Здесь, в принципе, все очень просто. Нужно сначала, конечно, решить, для чего тебе это нужно и настолько ли это нужно, хотя, может быть, и не сильно нужно, просто интересно попробовать, там, как говорится, наспор. Вот. Второй момент – это научиться ложиться в определенное время. То есть в определенное время ложиться, в определенное время вставать. Если ты говоришь, я буду вставать в 5 утра, это значит, тебе нужно ложиться до 10, а лучше в 9. По крайней мере, у разных людей разное время высыпания. Там кто-то и за 7 часов, и за 6 часов высыпается. Но когда ты пробуешь, экспериментируешь, лучше это делать с запасом, потому что это тебе быстро надоест. И в раннем пробуждении важно высыпаться. То есть, чтобы вот это вот утро приносило радость, и чтобы ты сам начал просыпаться без будильника, или даже когда будильник играет, ты уже такой, я уже не сплю. Нужно высыпаться. И пока ты не высыпаешься, это вообще все бесполезно. Это даже начинать это дело. Мне было на самом деле интересно начать рано вставать, чтобы делать с утра больше дел. У меня всегда было ощущение, что все-таки вечером я больше развлекаюсь, чем занимаюсь делами. Вот. А утром есть какая-то такая осознанность, что там мне надо это. И мне важно было начать бегать и заниматься спортом, встроить это в свой режим. И единственное время, когда я смог это сделать, это было утро. Я начал полгода назад, это была зима, и мне бегать, скажем так, не очень хотелось и было лениво. Но я все время, если я планирую позаниматься спортом днем, у меня находятся постоянные отговорки, отмазки и вообще ограничения разные. Ну, то есть я либо там работаю, либо я недавно поел, у меня там тяжелый живот, бежать тяжело в смысле. И вечером я так думаю, побегу поздно уже, я потом не усну и так далее. И оказалось, утром вообще самое классное. Но тоже есть проблема, если ты не высыпаешься хотя бы немного, это может часто происходить на первом этапе. Утром вообще нет сил что-то куда-то встать и побежать. И так как я начал бегать зимой, по темноте это еще вдвойне тяжело. Но я там делал разные хитрости. Я вставал, выпивал кофе, там немножко занимался, делал испанский язык, и потом уже бежал в 7 часов и выбегал как раз с рассветом. Там встает солнце, там, допустим, без 15:08, я если в 7:15 выбежал, я как раз вижу на горизонте вот этот вот зарождающийся рассвет. Это очень красиво, начинают птицы как раз петь. В общем, это было здорово. Вот, и мне вот это понравилось, и хочу сказать, что я сначала вставал в 7 утра, потом через неделю, через две, без 27, то есть я смещал на 20 минут. И мне так показалось удобнее и проще.
Здесь же надо и время подъема, ты когда постепенно смещаешь, ты постепенно смещаешь время отхода ко сну. Не знаю, если ты живешь один, может быть, это проще, а может быть, сложнее, не знаю. Я живу с семьей, и мне нужно было договориться, чтобы постепенно. То есть, когда ты детям говоришь: так, дети, после 11 не спим, не шумим, а потом так, 10:30, потом 10, а потом и до полдесятого мы дошли. То если им сразу это сказать, когда они, значит, там в 11 ложатся, они такие: о, фу. А тут как бы, ну, нормально в 11 ложитесь, все, тишина. Вот. И так постепенно, значит, раз за разом я и вставал раньше, и договаривался с домашними все раньше и раньше, вот это вот, чтобы это все происходило. В общем, мне интересно было попробовать, почему вообще рано вставать, да? Я когда-то прочитал книгу Мураками, о чем я говорю, когда я говорю о беге. Вот. И он там описывает свой режим дня творческого человека, как подъем где-то 4:30 даже, и работа до 12 или до 11, потом бег, и потом обед, и, в общем, и потом какие-то там занятия делами, учеба, ответ на письма и так далее. Вот. Вот уже темнеет, сейчас немножко поярче настроил. И вот отвлекся. Значит, я когда прочитал, думаю: блин, интересно, хочу так же. Но тогда я работал в офисе и не мог там тоже свое расписание выстроить, хотя, наверное, мог уже начать рано вставать, но мне не хватало вот этого, что я утром встаю и там занимаюсь своей работой, которая мне нравится, которая мне по душе. Сейчас я фрилансер, и вроде бы сам Бог велел, но, вы знаете, понадобилось достаточно много времени, чтобы к этому прийти. И сейчас, когда кто-то приглашает в гости, я уже сразу такой: так, давайте днем. Вот. Почему днем нельзя? В общем, это и ночная жизнь становится такая менее доступной, но появляются другие удовольствия. У меня здесь была, ну как вот я приехал в эмиграцию, у меня была такая довольно повышенная тревожность. И я мог из-за того, что, ну, боязнь того, что я не смогу здесь нормально жить, нормально зарабатывать, боязнь этого меня очень сильно тревожила. Я мог уснуть там в 2 часа ночи, потом утром не мог встать. И так длилось 1,5 года примерно. И когда я выработал вот это вот расписание, у меня стал более четкий сон. Сейчас я засыпаю, просто вот касаясь подушки, где-то без 15-10 или около 10. Еще, значит, читаю перед этим книжку и просто раз, перевернулся на другой бок, все, меня нет. На улице шумят, лают собаки, там машина проехала, мусоровозка, я уже все, сплю. А до этого меня все это раздражало, бесило, злило, и я не мог нормально спать. То есть вот то, что я получил, это вот это. Еще, ну еще что получил, что утром, утро у меня стало менее суетливым. Если раньше я вставал, и нужно там все быстрее, там, значит, все дела, и там, закинуть что-нибудь в себя и начинать работать, то сейчас я вообще спокойно совершенно. То есть, получается, я утром
могу попить кофе, либо просто попить воды, потом гимнастика, потом пробежка, потом готовка завтрака, завтрак, и завтрак примерно с 8 до 9. Вот с 8 до 9 получается вообще отличный завтрак, уже такой полноценный, как мы их называем, турецкие завтраки, когда там присутствует очень много разного на столе, и ты это все спокойно съедаешь, потому что ты уже пробежал 5 километров, сделал там силовую там, или еще что-то. Нормально вообще заходит. Вот. Это тоже очень здорово мне стало помогать. Поэтому никого не призываю. Кому-то понравится, зайдет, кому-то не зайдет. Так же, как никого не призываю эмигрировать. Вот, также никого не призываю рано вставать. Но если вам понравится и вам станет интересно, то вот можете, может быть, мои советы подойдут. Еще совет забыл сказать, что нужно вести отчет по времени подъема и времени, как ты лег. Ну вот у меня еще удобная такая штука, часы Garmin, они фиксируют время, причем реальное время сна, оно всегда меньше. То есть ты думаешь, что ты спишь 8 часов, сейчас ты спишь там 7-15 от силы. Это, кстати, тоже, да, то есть в 8 часов я реально 8 часов сплю, у меня уже голова начинает немножко болеть уже от пересыпа, от такого. Вот. И нужно вести отчет. Я вот состою в одной группе в Телеграме, значит, мы там ведем отчеты. Вот это очень удобно, что ты еще перед кем-то отчитываешься. Там: доброе утро, ребята, встал в 5:30, лег в 22:00, спал 6 часов 50 минут. Вот. Еще Garmin показывают качество сна там в баллах от 0 до 100. Хорошее качество — это от 80 до 90. Выше 92 у меня никогда не было. Вот. А низкое — это 60. То есть ниже 60 тоже почти никогда не бывает. Один раз было 18, когда я спал в дороге в автобусе. Вот. А так вот где-то вот в этой промежутке. Поэтому на сегодня все. У меня уже просто тут темнеет. Сейчас солнце село. Может немножко это света не хватить. А так можно было бы еще что-нибудь рассказать. Пока. До следующего раза.